Всем привет, с вами Михаил, канал Гаджетоман. Сегодня небольшой юбилей, исполняется ровно месяц, как я перешел на айкос. До этого парил 2 года, 2 года парил жижи такими агрегатами, что просто легкие, все наполнялись вот этим глицерином, там полипропиленгликолем, чем только не наполнялись. Короче, через 2 года я плюнул на вот эти все пары, которые стояли и которыми покрывалась вся квартира, и окна, и в машине, и где только не это самое, и зеркала, короче, они покрываются глицерином реально от этого пара. Поэтому я перешел на айкос. Ровно месяц назад, значит, это не реклама, это не совет, это я просто делюсь своими впечатлениями от перехода. Значит, первую неделю было тяжко, честно вам скажу. Даже несмотря на то, что я там с никотином парил, это совсем другое дело. Если вы переходите с сигарет на это, вам будет легко. Я переходил с пара, в котором никотина гораздо меньше. Поэтому первая неделя была акклиматизация, то есть такое состояние немножко такое подгулявшее, короче, состояние, потому что никотина реально давно не курил сигарет. Я 2 года реально не курил сигареты, до этого 30 лет курил. Вот, значит, впечатление. Ну, во-первых, за счет никотина все-таки не хватало мне никотина, я так понимаю, что последние 2 года, потому что после этого как-то немножко стал чувствовать себя, ну, получше, по крайней мере. Во-вторых, пропала некая тяжесть в легких после этого пара. То есть я уже не то что тяжесть, оно такое было специфическое состояние, когда вот это все в пару, но этот пар сладкий. Вот понимаете, он сладкий. Вот даже если я покупал пар, то есть этот жижи покупал уже в последнее время с табачки, фруктовые я вообще забыл, как они. Табачки, он все равно сладкий. Вот это реально, вот эта вот штука, это реально вкус табака. Реально вкус сигареты. Но кроме сигареты вы не получаете всякие смолы, всякие гадости, все, что намешано в тот табак от обычной сигареты. Здесь сигаретка маленькая. Вот, падает. Вот такая вот сигаретка. Типа стик называется Hits. Сигаретка. Это стик. Вполне удовлетворяет, то есть она заменяет реально сигарету по количеству никотина. И вы чувствуете реальный табак. Никаких там примесей. Есть, конечно, с запахом, с ароматом там черники, мяты, еще что-то. Ну, это все фигня. Я себе вот перешел, вот сначала легкие были желтенькие, это оранжевый, называется Amber Label. Amber Label называется, это такого класса, как Marlboro. Отличаются вот тут вот есть, даже если видно, набивочка вот в этих Amber Label. Набивка табака очень плотная, то есть когда его даже вставляешь вот в этот стик, вот надо приложить достаточное усилие по сравнению с желтыми, то есть видно, играет роль качества табака и набивка. Чем плотнее, тем, естественно, больше вкуса. Вот, вкус отличный. Я вам скажу, что я не пожалел. За месяц, что я курю айкос, я абсолютно не пожалел. Я посмотрел кучу видео, сравнивали там айкос, гло, в котором, как оказывается, кроме табака, это от компании British American Tobacco, кроме табака еще куча всяких, те же компоненты, что и в жижах. Полипропиленгликоль, глицерин, ароматизатор, все фигня. Вот для меня вот это самое лучшее. Во-первых, хватает на день, запросто, с головой. Даже, я на ночь ставлю, поэтому разницы я не чувствую. На день этой зарядки хватает, зарядил 4 минуты, стик уже готов к следующей сигарете. Естественно, я так часто не курю, но для тех, кому это критично, то это нормально. В общем, впечатления самые положительные. Есть, конечно, минусы.
Минусы тем, что все-таки это неорганический продукт, хотя там органическая составляющая, наверное, на 90%, но разлагаться она будет долго, естественно. Это я к чему веду? К тому, что все-таки эти штуки нужно искать урну, не выбрасывать на улице. Понятно, это наша экология, это наше здоровье с вами. Поэтому, в отличие от жижи, которую сунул в карман и паришь там себе дальше, и ничего не выбрасывается, да, разве что там воздух уходит, это все-таки приходится выбрасывать, искать урну. Второе, нету, как в жижах, это ароматизатор во рту, в сигаретах это какие-то смолы, вот чувствовалось реально, 30 лет это реальное облегчение после всех этой гадостей. Тут только вкус табака и чувство тем, что ты насытился никотином. То есть есть легкая, вы чувствуете, некая слабость такая. То есть никотина здесь хорошо вставляет даже на целую эту. Так что я доволен. Есть, конечно, какая-то еще функция Bluetooth. Не знаю, я пробовал, то есть с айфоном она не работает. Приложение есть для андроида. Якобы должно где-то показывать количество затяжек, я не видел. Скорее всего, что она просто для того, чтобы предупреждать там о аккумуляторе, что скоро разрядится, и передает какую-то информацию о ваших затяжках в производителю. Все. Вот. Ну что ж, месяц прошел. В принципе, я доволен. Потребность никотина реально была. И она сейчас удовлетворяется вот такими вот штуками, которые можно свободно курить. И на кухне. Квартира не наполняется паром, не наполняется запахом сигарет, нету смол, нету осадков. То есть просто легкий дымок и все. Вы чувствуете, вы даже не чувствуете то, что, вы вдыхаете, вы чувствуете вкус. Дыма как такового нет. Так что я не рекламирую, просто говорю, что мне понравилось. Я за IQOS. Всем спасибо. Пока.